Так, ну что, друзья, всем большой привет. Я думаю, многие из вас ждали, как же переночевал дедушка Лёша в своем новом домике. Передо мной вот он стоит. Еще трудно представить, что пару дней назад он жил в совершенно абсолютно страшных условиях, которые не пожелаешь даже злейшему врагу, спя на полу, без электричества, без отопления, с полностью обвалившейся крышей. Я думаю, вы тоже видели выпуск, когда мы зашли еще раз к дедушке Лёше в дом, что крыша его совсем обвалилась, там невероятно много снега. Трудно представить, как он пережил бы сейчас эту весну, когда все начало бы таять, это все бы начало литься к нему в дом, и он, можно сказать, бы спал бы в воде прям. Но это уже все позади. Мы набрали очень много подарков. Сейчас вы будете смотреть, что же мы купили дедушке Лёше, смотреть на его реакцию, на все новое, что появляется в его жизни. Узнаем, как он переночевал. У нас полная машина различных сюрпризов, подарков для дедушки Лёши. В общем, мы это все берем и отправляемся к нему. И, друзья, пожалуйста, те, кто не видели прошлые выпуски, посмотрите. Если вы не знакомы с историей дедушки Лёши, обязательно ее изучите. Дедушка Лёша, чтобы не замерзнуть, он чистил вот эту всю улицу, не знаю, наверное, протяженностью метров 100. Он чистил школу, ступеньки для детей, чтобы они ходили в школу и назад. В общем, дедушка Лёша молодец. Он очень скромный мужчина. И, конечно, там, какую хотели бы, может быть, вы реакцию видеть, что вау, он там радуется. В общем, такого у него не получается, потому что он очень маленько зажатый. Такой у него особенность характера. В общем, друзья, просто подпишитесь на наш канал, подпишитесь на наш Дзен-канал, чтобы в случае чего, если, Ютуба, к сожалению, если не станет, чтобы мы были с вами на связи. Приятного вам просмотра. Давайте начинать. Мы успели подойти, а вы нас уже встречаете. Да. Здрасте, мы к вам с подарками. Мы к вам на новоселье приехали, дедушка наш. О, какая теплота! Теплота хорошо. О, как у вас тут тепло. Тепло хорошо. Вообще здорово. Так, я раздеваюсь, потому что у вас тут душно. Слушайте, если печку прям затопить сильно-сильно, здесь можно и баню устроить. Да, конечно. Немного вы обустроились уже, да? Радио поставили. У вас все аккуратно, чисто. Конечно. Супер. Вообще, дедушка Лёша, вы прям очень радуете. Здесь прям аккуратненько все поставили. Пользовались печкой уже? Еще не включал. Так она стоит. Не включали, наверное, потому что не на чем готовить пока. Да, у меня дорогая печка, если бы. И печка есть, Когда да? надо будет, я включу. Ага. Ну смотрите, чтоб у вас было на чем готовить. Мы приехали в какой-то здесь есть оптовый склад у нас в городе. И сейчас будем покупать все необходимое дедушке уже в домик для его новоселья. Нам выдали вот такую вот штуку. На ней мы пишем, допустим, вот этот номер и количество, сколько нам надо. Сейчас они потом это все посчитают. И мы поедем просто на складе заберем. У них здесь 1000 квадратов. Вот прям, я думаю, мы здесь сейчас практически все, что нам нужно, найдем. Такой неплохой. Его как раз оставить можно. В общем, нормально. Берем вот этот чайник. И сейчас какие-нибудь кастрюли тоже напишем. Одну большую, одну поменьше возьмем. Друзья, а еще не забывайте, что у нас есть свой мерч с различными принтами, различные коллекции. Есть M-Team, да, это что касается нашего канала. Есть Karma, это вот именно мы придумали такой, можно сказать, бренд одежды. Тоже много разных логотипов, принтов. Есть для любимых, это там можете найти, поздравить своих близких, там, родных. Переходите, посмотрите, изучите наш ассортимент. Спасибо. Еще мы сейчас мимо проходили, тоже вот так в голову пришла идея. Я не знаю, мы не спрашивали дедушки Лёши, есть ли ножовка. Вот, но вот прошли, увидели, хотим сейчас взять какую-нибудь ножовку по дереву.
птичка, что ли? Какой большой! Посмотрите, какой большой попугай. Привет! Ух ты! Какой ты! Ой, Ой! классный. Как зовут тебя? Ты Кеша? Кеша. Кеша, да? Приятно познакомиться. Меня зовут Игорь. Игорь, да. Ты слышал? Игорь сказал. Ох ты, как распустился. Как у тебя тут дела? Тебя кормят? Игорь, да. Прикинь. Мне кажется, он Вера. Вера. Или Игорь. Игорь. Вера. Ладно, мы пойдем. Тебе крепкого здоровья. Пока-пока. Мы все набрали, ну как это бывает, когда приходишь в какой-нибудь большой магазин, ты набираешь там гораздо больше, чем тебе нужно, и что-то лишнее, и у нас также получилось, но опять же для дедушки Лёши то, что мы там дополнительно взяли, точно лишним вообще никак не будет. Больше всего у него будет всяких нужных, необходимых вещей, и я считаю, что мы, наверное, сейчас, когда привезем, у него будет вообще все необходимое, ну, для нормальной жизни. Вот такой у нас список получился. Часть еще я поеду докупать на рынке. Надо будет еще продукты, конечно же, взять. Оплачиваем, забираем со склада и едем дальше по другим магазинам. Раз кастрюля. Кастрюлька, да я сам могу купить. Что ты купишь? Это вторая. Это здесь кашу можно варить на ней, а в той суп. Чайник. Чайник, вот, ссылку. Будем. У меня есть чайник. Есть чайник? Ну пусть еще один будет новый. Ну, пускай, ладно. Так, что у нас тут дальше? Это вам, ну, чтобы мыться можно было. Понятно. Я смотрел, у вас там, получается, есть большой таз. Мгм. Вот, вы можете, в принципе, в ведро набирать воды, греть его, потом туда поставить таз, ну, вот, зона для, Ну. ну, душа, туалета, вставать в этот тазик и сверху мыться через ковшик. Понятно. Да? Так, это ножовка. Покупайте. Это по дереву, чтобы вам дрова резать было. Сковородка, чтобы можно было что-нибудь поджаривать. Котлетки, Ну, картошечку можно пожарить. ясно. Так, нож. Большой это что-нибудь резать. Потом вот такая штука есть. Вот там я Это что-нибудь мешать. Здесь супница, суп набирать, мешать, когда будете котлетки переворачивать. Понятно. Вилки, ложки. Вот там у меня есть. С запасом, дедушка Лёша. Все с запасом брали. Ну и такой ножик что-нибудь шинковать. Отца, ну, Салатница. Еще одна салатница. Там помидорки что-нибудь порезать. Ну как, много подарков? много. Маникюрный набор, чтобы можно было ногти вы себе подстричь, что-нибудь сделать. Так, это у нас термометр уличный, чтобы вы знали, сколько на улице температура. И в помещении. Мы их сейчас их приделаем. Ну я не знаю, это вам, наверное, на пару месяцев так точно. Ну, Бритвы. Односторонние, у меня двусторонние есть. Такими тоже можно. Попробуйте, конечно, пригодятся. Щетка. Так, раз. Порошок, чтобы что-нибудь мыть. Ну и пошло тарелочки. Две таких. Это вам, дедушка Леша, чтобы вы могли разжигать дрова. Да. Накидали, что нужно. И потом просто нажали. О, видите, как регулируется? Такая удобная штука. Так, мыло. Супницы. Кружечки. Дайте крышечку, сейчас сразу прикрутим ее. Угу, давайте я сделаю. Все, вроде бы закрутили. Вот.
Ну, сейчас, правда, еще он рано. Вот такого поставили. Дедушка Леша, как? Видно? А у вас как со зрением? Вижу, нормально. Нормально, да? Нормально. Как раз то, что вы говорите, любите сало Сало, да. и хлеб. А, А вы прям любите сало очень? как не очень, не очень. А почему другие продукты не покупаете? Это в апреле, типа, вот там суп курить на печке или на это. Вы ели хлеб и сало, потому что вам не на чем было готовить, их все замерзало. Ну, замерзало, да. То есть вы сейчас Типа, будете уже нормальными продуктами Да, питаться. ну, конечно, конечно. А какие продукты любите? Что говорит, любое, что про это говорит. Летом я супа варю всякие, борщ. Борщ варите? Ну, Ничего себе, ну я не умею борщ готовить. картошку куплю, то принесу домой, сварю. Дедушка Леша, давайте по полочкам уберем вот это вот. Что же вы уедете, туда А, ставят потом. Просто мы сейчас еще принесем. Я все. О, много, да. Зачем это все? Я сам могу купить. Ну понятно, вы эти деньги можете на себя потратить, купить себе что-нибудь. Мы почему это все решили купить, чтобы у вас было все необходимое для жизни. То есть, чтобы вы жили Понятно. как практически в обычной квартире. Да, в квартире. Чтобы да. у вас были вилки, ложки, кастрюли, чтобы вы могли уже сегодня начать что-то, например, готовить, кашу себе могли сварить, помыться, умыться, ногти подстричь себе. В общем, хотим, чтобы у вас все было, дедушка Леша, чтобы вы свою прошлую жизнь забыли как страшный сон и жили в хороших условиях. Хороший сон, правильно, конечно. А как, кстати, первую ночь вот поспали? Нормально было. Нормально. Сладко спали? Сладко, конечно. Когда мы уехали, растопили, тепло было? Тепло было, конечно, тепло. То есть, оно не остыло, домик? Не было холодно? Там не было. Я с головой кросс вот одеяло. С головой все так теплее. Но вы не стесняйтесь цепить, у вас дров там много. А много. А я где-то привел, все это в порядок привел. А вы умеете бензиновой пилой пользоваться? А бензин пилу не надо. Я ножовка лучше. Бензин покупать надо, да. Сумму сколько будет. Ну, Да? Просто вы так бы ее включили, за раз бы себе на неделю бы напилили, или, бензиновой, и все. Не нужна вам бензиновая? Мне не надо, я рукой. Знаете, что это такое? Я не знаю, не знаю. Это фильтр для воды. То есть сюда воду наливаете, можно даже хоть с водоколонки, хоть откуда-во, и она через специальный фильтр фильтруется, становится чистой. Ясно, ладно. То есть сюда воду налили, она профильтровала, и можно сразу пить. Вы такую большую коробку на растопку, да, наверное, себе принесли? Нарывал. Но вы как раз третий стульчик решили здесь оставить, что удобно вам. Ну, растапливать печку. Садитесь, да, и, прям удобно дотягиваться. Красота. И стены, кстати, теплые. Даже не прям, чтобы горячие. Дедушке Леша. Все уже прогорело. Ну, в принципе, сейчас оно нагрелось прям хорошо. А нам еще, знаете, что рассказали, что у вас в этом домике вы спали на полу или у вас под полом есть там погреб и землянка? Не, стелил на пол. Типа ковра вы стелили. Да, я спал на нем, конечно, холодно. А под ковром нету погреба? Нету погреба. Не вырывали себе ничего там? Нет, я там и не бывает, теперь здесь сплю. Конечно. Вы туда возвращаться не будете? Нет. Ни за что на свете, да, дедушка Леша? Нет, конечно. А вы когда последние дни там спали, вы не боялись, что оно на вас просто обрушится, и вы там останетесь? А-то потрескивало, что-то слыхал, но боялся, конечно. Но теперь все, я там не буду. Просто я не знаю, надо как-то аккуратно оттуда все вытащить. А вытаскивать надо потом летом. Когда все высохнет, когда дом устоится летом, только потом в него заходить, потому что в него, когда он будет влажно, мокро, когда будет все таять, заходить будет опасно, дедушка Леша. Да, я знаю. Я, конечно, знаю. А что у вас там из нужного лежит? Ну, так,
Это одежда грязная, но она мне пригодится, постирать можно. Или эти Мгм. тряпки дома нужны. В общем, в основном там одежда вам нужна. Да, ну. Мгм. Так, пойдем тогда за следующими. Мы сейчас еще кое-что принесем. Вот это всем это все. Столько много. Это же все вам, ну, можно сказать, нужно же, пригодится. Ну, конечно, конечно. Вот, да. это самое главное, дедушка Лёша. Приехали закупать последние вещи какие-то нужные для дедушки Лёши. Сейчас я хочу поменять вот эти ботиночки, которые мы в прошлый раз брали, они ему не подошли. Помню. Я нашел вот такие ботинки, это смотреть. 46-го, думаю, дедушке Лёше прям как раз будет. Потому что И плюс что-то везут, а чего-то удобно, нет. что вот здесь вот Вытащить эта всё полость, оттуда. ну, она не такая, как на тех ботинках. И здесь нога, я думаю, прям хорошо войдет. Даже еще место под носок будет. Давайте, да, вот этих парочку 45-х. Потом можно термоносочков парочку. И еще каких-нибудь тоже прям теплых можно парочку. Здесь же сейчас возьмем дедушки Лёши. Что-нибудь типа вот такого. Тоже штучки 3 разных. Я думаю, мы сейчас возьмем какую-нибудь еще кофту или футболку на низ, чтобы дедушка Лёша мог ходить. А, наверное, в следующем выпуске мы преобразим немного дедушку Лёшу, насколько это, опять же, возможно. Конечно, с нами он там никуда не поедет, но мы привезем ему там разную, думаю, одежду, и верхнюю куртку, и ботинки, и штаны, и что-то под низ, какой-то костюм. Я думаю, дедушка Лёша прям очень сильно преобразится, но это вы уже видите в следующем выпуске. Берем одеяло, и нужно будет все-таки найти еще Онлайн что-то хотите? под низ Или дедушки налить? Лёши. Да, давайте. Вот такая футболочка. Дедушка Лёша будет у нас модный. Поло. Модный. Поло будет ходить. Так, а мы же вам еще не показали, как снаружи это все у нас дело завершилось. В общем, ребята изначально вот этот подиум, ну, сделали. Я попросил, чтобы они сделали еще одну ступеньку, то есть вот эту. Сейчас, ну, прям подниматься очень-очень легко. Потом у нас есть светильник тоже, если у нас появится электричество. Навес, чтобы дождь, да, прям сразу не капал, если он будет идти, чтобы дедушка Лёша мог спокойно зайти. Потом ребята там установили верхнюю уже крышку на печку, что это она нужна, это получается пламя-гаситель, чтобы пламя, да, в трубу не вылетало. И чтобы, ну, лишний воздух тоже внутрь не заходил. Также они вот здесь вот полностью все вот это обшили, установили уже двускатную крышу. Снег здесь не будет задерживаться. И когда будет дождь идти, все будет скатываться. В общем, все здорово. Ну, конечно, если, Вань, посмотреть, да, на домик, который сзади меня, и, ну, как сейчас же дедушка Лёша, это, конечно, нереально круто. Еще раз, друзья, всем большое спасибо, кто принимал участие в этой уже второй такой, ну, как лично для меня невероятная история. 3 года назад я бы ни за что не подумал, что с вами смогли бы делать такие вещи. Это нереально круто. Ну, и опять же повторюсь, что, к сожалению, сейчас со сложившимися обстоятельствами у нас нет ни монетизации, и спонсорство отключили. То есть сейчас, конечно, это будет сложно делать. Хоть и вы помогали, но мы все равно там половину добавляли как раз монетизации от рекламодателей. Сейчас с этим всем очень тяжко. Мы оставим ссылку, и если вот вы были у нас спонсорами, либо у вас, может быть, есть желание помочь в будущем нам, мы оставим ссылку на Бусти, там то же самое можно оформить. Подписка стоимостью чашки кофе, не знаю, 2-литрового сока. Благодаря там вашей подписке мы будем понимать, как, ну, и планировать бюджет на наши следующие выпуски, понимать, сколько у нас там, какая есть возможность, ну, чтобы вести нашу деятельность, можно так сказать. И, конечно же, будем надеяться, что скоро все станет хорошо, и мы будем более масштабные делать проекты, помогать большему количеству людей, но пока, конечно, это будет сложнее, и, ну, будем исходить просто из наших сил. Мы всегда верим в хорошее и ни за что не будем опускать руки. Вот это, конечно, штука. Слава богу, что она до конца себя, можно сказать, не проявила, не обрушилась. Там вот эта штука очень опасна, если она на голову упадет. Правильно дедушка Лёша говорит, что это все до лета он оставляет, и к дому, ну, лучше вообще не прикасаться. Так, водичка, дедушка Лёша. А давайте чайник ваш. Вот. Ставим чайничек. Так, дедушка Лёша, это
одеяло. Одеяло. Это теплое. Теплое. Вы прям в пододеяльник засовываете плед и можете прям им полноценно укрываться. Оно очень теплое. Теплые варежки. Вы же уже на улице практически не находитесь, вам до магазина только дойти Да, и да, все. да. Поэтому в них сейчас весной нормально. Они теплые. Смотрите, написано. Написано так. Вот, минус 30. Ботинки те мы поменяли. Давайте вот эти мерить. Потом, ладно, надо снимать, задевать это. Ладно, Не хотите? потом, нет. Ну ладно. Носочки. Ну, Ну и там это, мужские принадлежности. ну так, Чтобы у вас все тоже новенькое, чистенькое было. вот именно. Там носки есть и обычные такие, ну, хлопковые, то есть, ну, на лето. И есть теплые носочки. Держите. Ну ясно. Длинные рукава это лучше, теплее, а без рукавка так Ну, холодно. это на лето. На лето. На лето, понятно. либо по дому ходить. Прям хотелось бы посмотреть, как она Надо сидит на вас. снимать опять, одевать потом, да ладно. А у вас сейчас вот сколько, вот, то есть у вас кофта на вас, а под кофтой что? 3 штуки. 3 штуки? А зачем? У вас же сейчас здесь тепло. Ну тепло, но на улице-то холодно. Холодно, вот я 3 штуки. На одел. всякий случай, чтобы не Ну, заболеть. Да. Так, вот здесь вот тоже надо будет разбирать зубную пасту для бритья, для тех станков и шампунь. Ну, Так, ну что, у нас закипает чайник, и уже можно сейчас будет пить чай. Ну что, дедушка, последняя партия подарочков для вас. Кипит же, нет? Вообще пара идет. Скоро посмотрим. Кипит. Ну вот, да, кипит уже. Так, все, выключаем. Все, можно пить чай. Так, дедушка Леша, я предлагаю сейчас вот сюда к вам на полочке разложить продукты. Я думаю, хлеб и сало осталось в прошлой жизни. да. Как думаете, насколько вам этих продуктов хватит? Ну, надолго хватит. Надолго? Надолго, конечно. Ну, слава богу. Мы планировали, что примерно на месяц. Так, ну что, чай будем? Попьем чай? Дедушка Леша, мы за вас очень-очень рады, что у вас теперь в жизни все хорошо. Ну, хорошо, конечно, конечно. Сестра, кстати, ваша звонила, старшая. Ну, Спрашивала, как тут у вас, как вы обустроились. Вот, она спрашивала, говорит, говорит, там, ну, есть что-то там из мебели? Говорю, все есть, говорю, и кровать есть. А она думала, что это, ну, знаете, из досок. Типа небольшой домик. Вот. Говорит, летний, я говорю, нет, зимний. Говорю, здесь утеплитель, то есть это настоящий, ну, зимний такой маленький домик. Вот, я говорю, что у него и кухня есть, и кровать, и печка. Я говорю, ну, все, что нужно, все есть. Она говорит, о, удивилась, благодарила. Вот, она за вас беспокоится, вам большой привет передавала. Ну, конечно. С новосельем, дедушка Леша, вас. Да. Будете? Ладно. Она со сгущенкой. Ну, А чем вот, допустим, если зимой вы снег чистите, ходите, а чем летом занимаетесь? А летом все много работы. У вас как куча. Там дрова надо перебирать, резать, складывать поленницы. Ну, к зиме готовиться. Все дров надо было. Порядок сделать. Там порядок сделать. То есть будете порядок на участке наводить? Да, конечно. Говорите, давно чай не пили. Давно не пил. Как вкус чая? Ну, хорошо. Нормально? Ну, Вы просто только воду пили и все? Вы даже себе не кипятили ничего? но чай я не пью. Я не покупал. Получилось как маленькая однокомнатная студия. Да? Конечно, нет канализации, нет там, ну,
воды, так как она стоит на платформе, сюда воду не заведешь, только если на летнее время. Мальчик растает, но надо столб поставить где-то и 2 провода сюда протянуть, чтобы свет горел. Ну да, Да. А генераторы не надо, ну, тарахтеть будет. Ну, Ну это всё. понятно, это просто это как резервная на всякий случай, пусть Ну, он будет. Пускай будет, на всякий случай, да. Мало ли там зимой может отключит электричество, да, да? да. Можно генератор Ну, будет включить. И, конечно, было бы здорово здесь свет. У вас тут в принципе-то все есть, светильники есть, розетки есть. Да. Только провода не хватает. Сюда так-то и телевизор можно тогда повесить. Вы телевизоры бы смотрели? Не надо, телевизор не надо, радио приемник. Слушай, радио России, там погода говорят, и новости говорят. А телевизор не надо, чего, не надо. Как раз скоро уже таять начнет. Только это, когда будет таять, дедушка, пожалуйста, аккуратно. У вас там вот такой вот слой снега, Ну, да. чтобы вас не пришибло этим снегом. Да, Прям Ну очень да. осторожно там ходите. осторожно, вот именно. Чем сейчас заниматься будете? Так вот, это за свой беру. Разбирать это, будете? Разбирать туда-сюда. А вы вот недавно просто простыли, болели? То, что Блин. температура была? Слушай, холодец спал, конечно. Потихоньку? Сейчас не все. Сейчас лучше стало. А я спал, глаз простудил зимой. Ну сейчас, я думаю, в тепле то, что живете, он пройдет. Да, хорошо, сейчас в тепле, конечно, хорошо. В общем, потихоньку отогреваетесь, Ну, да, оттаиваете, Да. в себя приходите. А печка хорошо горит, только я растопил, даже жарко было, вспотел. Серьезно? Нет. Так вы много не закидываете туда дров, там же чуть-чуть надо. Ну, понятно. А почему, здесь больше нравится, чем, допустим, в квартире, в условиях, что здесь вы шевелитесь, что-то делаете? Да. Это на квартире жить плохо. Утром настало, сготовил, поел и заняться нечем. Сидеть надоело и лежать надоело на кровати. Я здесь хорошо, можно делами заниматься. Летом Улицы чистить, Ну, да, детям именно. школу почистить, Да, правда? вот именно. В общем, вам нравится что-то делать и быть полезными Да, людям быть полезным. А в квартире просто лежите и все, и Ну, ничего не делаете. а там заняться нечем. А в детстве вот вы жили, у вас вот там, вы помните, что в чем-то нуждались? Как, хорошо вы жили в детстве? Это всякое приходилось, всякое. Покушать-то было в детстве, не голодали? Конечно, у нас там огород был, гуси были, корова была. То есть родители старались, чтобы у вас все было? Ну. А вы работали, до пенсии Это вагонное депо работал, в вагонном депо? слесарем, Слесарем? поезда ремонтировал. Долго проработали Где-то 11 лет отработал, а потом уволился. Там условия плохие стали совсем. Условия плохие? Я уволился оттуда, не только я, и другие уходили. А потом, как уволились, где-то еще работали? А так, на жировом комбинате работал немного. В Новосибирске? В Я Новосибирске. знаю, да. Там грузчики, обувшие пьяницы. Так я не сработался с ними, я вылез оттуда. А потом, последнее время в магазинах работал, грузчиком. Грузчиком магазин лучше не работал там. Тяжелая работа. Женаты ни разу не были? Раз был, тогда он молодой был, в 75 году. А потом второй женился, они мне тянули женитьбу, 3 года с ней прожили. Она с Украины, тоже ничего не вышло. А у вас, то есть, детей ни от первой, ни от второй жены не было? А второй был сын родился. А с сыном давно общались или вообще не общались? Сейчас давно маленький был. Где папа? Ездил туда, на Пескетине, дом купил. А теперь уже не езжу, уже давно не был. А маленький хороший был, а с годами кололся. Маленькие все хорошие. Курит и пьет. Я не стал то есть уже давно. Но вы с сыном в хороших отношениях? В хороших отношениях, да. А он знает, что вы здесь живете? Знает. Он здесь был несколько раз вместе с ней.
с матерью. Но он вас уже давно не навещал. Давно не навещал. А сколько вы уже с ним не виделись? Это я уже не помню, сколько лет. Лет 10? Ну, где-то так даже больше. Ну, я думаю, ну, то есть этот ролик, скорее всего, там, ну, до него, либо до мамы точно дойдет. Может быть, он вас как-нибудь тоже сам приедет, навестит. А вы, если бы вам могли бы пользоваться обычным телефоном, кнопочным? О чем с ними говорить? О чем? Я вообще не знаю. Раз курит и пивает, Если либо кто-то, там же. если кто-то курит и пьет, значит, к вам пусть не подходят. Да, Да? да. Вы даже не пробовали вообще там алкоголь какой-то? Там ну, зачем это все пьянки ждут к смерти, я сам Конечно, понимаю. Ну, вот именно. Не встречал такого человека, кто хотя бы там глоточек... Да, всем нам нужно так говорить. Ничего на хорошее не правильно. дает, плохое дает. Да, Плохое. да. Квас летом пью, квас. Вот, ну ладно, мы поедем. Спасибо, Да, дедушка спасибо. Леша. С еще раз с новосельем вас. Ну, хорошо, спасибо. Сейчас мы Дай Бог, чтобы все у вас хорошо было, дедушка Леша. Ну, хорошо. Мы за вас прям очень-очень рады. До новых встреч. Мы тогда узнаем по электричеству, потом к вам придем, расскажем. Да? Май. Да, ближе, наверное, уже в мае. Все, до свидания. Крепкого здоровья. Я теперь точно спокоен, что у дедушки Леши сейчас все хорошо. Дрова есть, еда на месяц есть. Как раз мы сейчас через месяц начнем заниматься вопросом электричества. Вот. Все необходимое для жизни, для какого-то комфорта тоже абсолютно все есть. Мы с вами сделали, наверное, ну, невозможное, можно сказать, наверное, для дедушки, потому что, наверное, конечно, навряд ли он в таком когда-то думал, мечтал, может быть, мечтал, конечно. Мы с вами эту мечту его осуществили, я безумно еще раз вам всем благодарен. Еще в следующем выпуске я как раз говорил, мы хотим привезти еще разную одежду дедушки Леши, его приорядить, сделать модным, молодежным, как говорится, но опять же все в меру. Займемся вопросом электричества, еще тоже есть пару идей, подумаем, как их реализовать. В общем, всем еще раз большое спасибо. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий, сделайте репост, отправьте это видео своим друзьям, чтобы наш канал развивался, потихонечку рос. Я безумно доволен. Поеду отдыхать домой. Увидимся с вами через неделю. Всем пока.